Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, что такое отзеркаливание? Имеет много смысла. Отзеркаливание – это именно ритуал. То есть ритуал отзеркаливания, который проводится зеркалом или зеркалами, когда отправляется зло обратно, начитывается и через потустороннюю тать, что есть зеркальная тать, то есть зеркальный мир, зазеркалье, отправляется назад все, что пожелали. Естественно, это целый ритуал, и только профессионалы могут правильно объяснить и сказать, как происходит такой ритуал. Следующий момент. Отзеркаливание – это начитать, глядя в зеркало, потом это зеркало закопать лицом вниз, то есть гладью вниз. Тоже один из способов отзеркаливания бед. Очень многие художники, гениальные люди использовали этот метод отзеркаливания. Ну, например, если приложить зеркало посреди картин Сальватора Дали или Леонардо да Винчи, мы видим совершенно иную картину. Это особый способ мышления, который дан не каждому человеку, видеть, отзеркалить свою работу. Далее, отзеркаливание слов. Это когда слова читаются наоборот, либо слово разделяется и меняется местами две половинки. Ну, например, мать. Разделить это слово напополам и поменять местами два слога. То есть два слога местами. Получается у нас тьма, да? И так можно с каждым словом экспериментировать. В этих переменах, в этих методах хранится очень много древних кодов и древних ключей, которые мы еще до конца не открыли, открываем и открываем. Но это неисчерпаемая информация. Магия до конца не будет изучена в любом случае. У многих народов мира было принято давать ребенку два имени. Одно имя для общества, которым его называли, другое имя тайное, которое знал только он. Потом это перешло в религии. В христианстве, например, крестят ребенка. У него по паспорту одно имя, а второе имя – это имя по крещению. Считается, что это имя ангела-хранителя. На самом деле это дань древней традиции, то есть это пришло издревле. Когда сила смерти приходит к человеку, или кто-то направляет силу смерти, порчу или сглаз. И вот приходит как бы к Софии, да, а ее еще зовут там Зоя. И кого из них заберет? Это называлось запутать силы смерти. Далее, если человек все время жил в этих бедствиях и несчастьях, ему советовали, если это женщина, выйти замуж, поменять фамилию. Если род мужской заканчивался, то советовали ребенку дать фамилию матери, чтобы официально он числился из другого рода. Я вам рассказывала о ритуале, который проводится, когда не человек, а семья, принадлежавшая другой нации, другой религии, как бы ритуально принимает этого ребенка к себе и называет своим ребенком, своим сыном. Тем самым оберегая этого ребенка, то есть этот ребенок физически продолжает свою фамилию своих родителей, а вот в духовном мире он уже принадлежит другому роду. Но тем самым он спасается. Отзеркаливание имен существует, когда человек
произносит свое имя наоборот в определенном ритуале, в заговоре, тем самым отгоняя от себя злые обстоятельства, нехорошие обстоятельства, то есть бедствия, которые могли бы с ним приключиться, они отходят, потому что они приходят, как бы, условно говоря, к Василию, а у него совершенно другое имя. Называлось «Запутать злые силы». Итак, мы сегодня с вами отзеркалим свои имена, и об этом нельзя говорить никому. И каждый раз, когда вы чувствуете, что сгущаются тучи, что на работе начинается, например, травля, в семье начинается какая-то непонятная ситуация, постоянно какие-то бедствия сыпятся, трудности, какие-то суды, разборки и так далее, проведите этот ритуал. И не говорите никому об этом ритуале. Никто об этом знать не должен. Вы можете попросить, например, мужа сказать, что что-то должны начитать, не объяснить, что. Начитать на перекрестке, чтобы он вдалеке стоял, предположим, если вы боитесь вечером идти одна, вам нужно найти перекресток. Желательно такой, где ходят люди, но не так часто. Ну, то есть деревенский перекресток, или может даже перекресток возле вашего дома, здания. Оживленный перекресток, но только днем. Вечером или ночью, когда вы будете это читать, никого не должно быть рядом. Если кто-то это увидит, у вас не получится, придется переделывать. Теперь давайте немного об отзеркаливании имен. Вот смотрите. Имя, по которому меня знают практически все, да? Первое имя. Мое имя, которое по паспорту, и родители мне дали это имя. Анна. Прочитаем наоборот. Выходит то же самое. Анна. Вот у тех людей, у которых имя читается наоборот точно так же, как и, ну, например, есть такие имена, кроме имени Анна, которые читаются наоборот точно так же, как так же читается, то есть Анна. Тогда берете имя своей бабушки или прабабушки и читаете наоборот. Называете себя этим именем. То есть вы начитываете на имя своей прабабушки или бабушки. Вы имеете на это право по закону крови. То есть вы берете имя своей старшей матери, и тем самым вы меняете обстоятельства, вот то, что накопилось вокруг вас, и то, что может плохо отражаться на вашей жизни. Если ваше имя, отзеркаленное имя, которое вы читаете наоборот, составляет, то есть не меняется, точно так же остается, вы берете имя своей прабабушки. Теперь имя, по которому меня знают, да? Инга. Читаем наоборот. Агни. Агни – это бог огня индуистского пантеона, дарующий там женщинам плодородие, семье уют и спокойствие. Видите, какое удобное, выгодное имя. Теперь Яна. Получается, наоборот, мое имя. Аня. Мария. Яирам. Олег. Гело. Марат. Тарам. Да? Артур. Рутра. А если разделить пополам это имя и переставить слог, получается Урарт. Ну, собственно, один из племен Древней Армении. Людмила. Алимдюл. Необычно звучит. Однако, смотрите, например, никто не догадается, что, насылая нечто, нехорошие посылы, да, сплетничая на Людмилу, вот нацелены на Людмилу, например, хотят ее убрать с работы, делают там всякие козни, сплетни распространяют про нее, говорят, что она не справляется с работой и так далее.
То есть это все направлено на Людмилу. Когда Людмила идет на перекресток и поворачивает на все 4 стороны этого перекрестка, по одному разу читает и называет себя Алимдюль. Теперь все, что они говорят, все, что они насылают, все, что они пытаются, все эти козни, которые строят на Людмилу, до нее не доходит. Знаете почему? Потому что она уже не Людмила, она Алимдюль. Если они догадаются, и нас зовут ее Алимдюлем, и будут на Алимдюля колдовать и читать, значит, до нее дойдет. Но навряд ли кто-то догадается, правда, что вот надо идти к директору и сказать: вы знаете, Алимдюль сегодня вот поздно пришла на работу и так далее. Наверное, их тоже неправильно поймут и будут крутить у виска. Наверняка никто не догадается вот это вот говорить. Так вот, вы, когда произносите на перекрестке другое имя, себя называете другим именем, вы ставите запрет этим людям направлять эти все козни на вашу сторону, на вас. Потому что Людмилы больше нет. Вы на перекрестке прокричали, сказали, назвали другое совершенно имя. Вы представились силам темным под другим именем. Теперь сколько бы на Людмилу чего не делали, не строили козни, на нее не пойдет. Людмилы больше не существует. Понимаете, есть Алимдюль, которая совершенно от этого всего нейтральна. И постепенно, за очень короткое время, буквально за неделю-две, все эти черные тучи рассеются. Решится проблема в вашу пользу. Я вам скажу, женщина, ее звали Инна. Вот я давала подобную работу. Значит, Анни выходит наоборот. На нее хотели судебное дело завести, одним словом, связанное с документами и так далее. Что-то кто-то куда-то спрятал, и все это сваливали на нее. И когда она это провела, буквально за неделю с чем-то вот просто провалилась вся эта работа. Этот следователь больше ее не позвал, все это закрыли. Какой-то новый следователь пришел, что-то он там сказал, что вообще это дело гиблое, поругал их, что они взялись за эту ерунду, и она вообще ни о чем, и для чего вообще вы это начали. Хотя у них были большие шансы даже посадить ее. Все это развалилось на глазах и ушло в течение 2 недель. Итак, друзья мои, если вы с кем-то пойдете на перекресток, пусть этот человек, отвернувшись, стоит, не смотрит на те действия, которые вы будете совершать. Не говорите этому человеку, что вы хотите делать, для чего. Не называйте это имя. Но как только тучи сгущаются, как только вы чувствуете, что в вашей жизни начинают проявляться проблемы, идете на перекресток, можно на другой перекресток, не обязательно этот. Стоите посреди перекрестка, можете с телефона читать. Поворачивайтесь. Вот прочитали на одну сторону, потом на другую. 4 раза прочитали. Через левое плечо 4 монеты кидаете и говорите, значит, уплочено. И идете без оглядки. Значит, постарайтесь так повернуться, чтобы у вас, вот вы обратно повернулись туда, откуда начали. То есть начитали, и вот чтобы обратно вы, ну, иногда бывает, что некоторые умудряются как-то по-другому кружатся. Вот на то место, откуда вот вокруг своей оси покружились, сказали, кинули 4 монеты через левое плечо, сказали уплочено, и идете не глядя. А теперь заговор. Ну, давайте. Хорошо, свое имя возьму. Огни. Наоборот. Я, Огни, стою на перекрестке судьбы. Я, Огни, зову духов судьбы. Я свои беды и в удачу обращаю. Я свои страхи в смелость превращаю. Я отныне, Огни, получаю новое имя и новую судьбу. Злого рока больше не иметь. С новым именем новую судьбу получить. Новую жизнь начинать. Иду, и спешат ко мне навстречу крылатые духи-хранители, от бед и боли избавители. Отзеркалила я свои беды и горе,
и обратила их в удачу и силу. Я Агни. 4 раза говорите. Вот в одном направлении. Я Агни, я Агни, я Агни. Стою на перекрестке судьбы. Нить жизни распускаю и судьбу свою меняю. Злой рок от себя изгоняю, и отныне и до века удачную долю от сил получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Еще раз. Я Агни, стою на перекрестке судьбы. Я Агни, зову духов судьбы. Я свои беды в удачу обращаю. Я свои страхи в смелость превращаю. Я отныне Агни. Получаю новое имя, новую судьбу. Злого рока больше не иметь. С новым именем новую судьбу получить. Новую жизнь начинать. Идут и спешат ко мне навстречу крылатые духи-хранители. От бед и боли избавители. Отзеркалила я свои беды и горе и обратила их в удачу и силу. Я Агни, я Агни, я Агни, стою на перекрестке судьбы. Нить жизни распускаю и судьбу свою меняю. Злой рок от меня, от себя изгоняю, и отныне и до веку удачную долю от сил получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. На каждой стороне, когда вы поворачиваетесь, читайте. Каждый раз 4 раза говорите свое имя наоборот. Я не буду 4 раза читать, потому что у меня и времени нет, и как бы памяти не хватит. Но вам нужно это делать 4 раза. Я надеюсь, что поняли, что и как делать. Проведите этот ритуал, и за очень короткое время ваша проблема, связанная с кознями, там, со всякими трудностями, решится в вашу пользу. И никому не сообщайте свое тайное имя. Всем удачи!